Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. И расклад наш сегодняшний будет на будущее. Подсказки от Вселенной для вас на будущее. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео. У меня также появился закрытый канал на Boosty. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и смотреть шок-контент, шок-расклады, которых нет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube здесь их просто-напросто заблокирует. Там все о том, кто такой Владимир Путин на самом деле, когда закончится война России и Украины, существовал ли Иисус Христос и что такое религия и церковь в более широком и глубоком понимании этого слова. Переходите, будет интересно. Сегодня я решила сделать для вас расклад на будущее, который подскажет вам, что делать с теми или иными ситуациями, с которыми мы не можем справиться в жизни. Сегодня у нас подсказки от Вселенной и радужная Таро Уэйта. 3 варианта у нас сейчас с вами будет. Сейчас я немножечко перетасую колоду, хотя я ее уже перемешала. Специально при вас это сделаю. И будем делать с вами 3 варианта. Первый вариант. Что подготовила для вас судьба в ближайшем будущем? Чего остерегаться? Чему обрадуется ваше сердце? Что ждет вас в любовной сфере? Что ждет вас в финансах? И совет от карт. Второй вариант. Что подготовила для вас судьба в ближайшем будущем? Чего остерегаться? Чему обрадуется ваше сердце? Что ждет вас в любовной сфере? Что ждет вас в финансах? И совет от карт. Третий вариант. Что подготовила судьба в ближайшем будущем? Чего остерегаться? Чему обрадуется ваше сердце? Что ждет вас в любовной сфере? Что ждет вас в финансах? И совет от карт. Выбирайте, пожалуйста, один из 3 вариантов. Загадывайте ближайшее будущее от 1 до 3 месяцев. Это самый оптимальный промежуток времени. И не задумываясь, загадывайте вариант. Итак, мы с вами начинаем. Первый вариант, что подготовила судьба для вас в ближайшем будущем. Карта справедливости, да, карта человека Иерофанта. Иерофант у нас в классическом Таро Уэйта выступает очень мудрым наставником, опытным, к которому приходят люди для того, чтобы попросить какого-то совета. Так вот, целый месяц у вас будет посвящен каким-то знаниям, какому-то обучению. Возможно, вы посетите или запишетесь на какие-то курсы, которые давно хотели посетить. Возможно, спросите у кого-то мудрого совета, который в период вашей жизни, вот от 1 до 3 месяцев, которые вы загадали, станет для вас добрым наставником, да, либо вы станете для кого-то мудрым советчиком и наставником. Это очень мудрый период времени, когда вы что-то осознаете и что-то поймете, либо когда поймет и осознает что-то тот человек, который к вам обратился. Очень хороший период времени для подпитки новыми знаниями, для посещения курсов или посещения различного рода школ. Возможно, даже вы можете закончить онлайн-курсы, да, по этой карте. Чего вам остерегаться? Карта шута, карта дурака, да, не начинайте все с нуля, не бросайте все и не переезжайте, да, если вы хотели переехать в другую страну или в другой город. Сейчас не время. Возможно, вы хотели уйти с работы и перейти на совершенно новую сферу, да, в совершенно новую профессию. Здесь дурак показан на карте человеком, который собрал все свои вещи и пошел, куда глаза глядят. Рядом с ним его верный пес, да, и он держит розочку в руках и ничего не предвещает беды в его жизни, да. Солнце ему светит, ему радостно, привольно, он идет туда, куда ведут его ноги. Однако здесь карта предупреждает: остерегайтесь все начинать с нуля, все начинать сначала. Все-таки все нужно оставить на своем месте. Пока ничего менять в своей жизни не нужно. Кардинально и колоссально менять не нужно. Просто обучайтесь чему-то новому. Да? Карта советует вам поднабраться мудрости, подпитаться этой мудростью. И только потом начинать все с нуля. Если вы хотели уходить с нелюбимой работы, немножечко подождите, обучитесь чему-то новому, какой-то новой профессии, а потом уходите.
Чему обрадуется сердце? Сердце обрадуется ярости какой-то, пылкости, да, пылкости вашего сердца, вашего духа. Вы будете стремиться к новым победам, к новым идеям, к каким-то новым знаниям, как я уже говорила, да. Вам не будет равных, потому что вы будете сильны, у вас будет столько силы, энергии, агрессии в хорошем смысле этого слова, да. Вы сможете победить всех и вся, и победить даже всех своих врагов, если правильно направите свои силы. Чему обрадуется сердце? Вашей внутренней силе и внутренней вере в себя и в свое будущее. Здесь вам не будет равных. Что вас ждет в любовной сфере? Карты немножко скользкие у нас катаются, поэтому я их поправляю постоянно, дорогие мои. Что ждет в любовной сфере? А вот в любовной сфере здесь карта двойственности, да, здесь такое ощущение, что у вас завязаны глаза, и вы не знаете, что выбрать, куда пойти, да, кого выбрать, возможно. Возможно, у вас действительно есть выбор между двумя мужчинами или между двумя женщинами, если смотрит сейчас нас мужчина, да. Здесь карта выбора и такое ощущение, что вы почему-то принимаете неправильное решение, неправильный выбор в своей жизни, да. Здесь завязанные глаза, и вы смотрите на того человека с любовью и с обожанием, который не является таким, каким вы его себе придумали глубоко внутри, да, а именно тот человек, которого вы, наоборот, не выбираете, будет вам другом, соратником и самым замечательным партнером на всю вашу жизнь. Вот здесь хорошенько подумайте, кого и что выбрать. Здесь карта запутанности. Я не знаю, что мне выбрать, я не знаю, куда мне пойти, какой путь, какую дорогу мне выбрать. Либо просто у человека сейчас на данный период времени не будет никаких отношений. Это что касается любовной сферы. Скользкие, просто кошмар. Скользкие, но красивые. Так, вот так вот было у нас, да? Что ждет в финансах? В финансах у нас король жезлов. Такое ощущение, что повышение на работе от вот этой мелкой ящерки до целого короля жезлов. Здесь жезл, здесь удача присутствует, да, здесь присутствует везение на работе, возможно, сбываются какие-то ваши планы, подняться по карьерной лестнице или создать какой-то замечательный проект, к которому вы долго и давно стремились. Здесь начальство вас заприметит. Очень хорошая карта. И, наконец, совет для вас от карт. Совет для вас от карт: не отчаивайтесь, смотрите на жизнь с позитивом, не смотрите на 3 пролитых кубка, посмотрите назад, и вы удивитесь, что в 2 кубка, который позади вас, налито вино уже, да, и оно никуда не девалось, оно не разлилось, как из тех 3 кубков, куда вы смотрите. Вы печалитесь сейчас не о том, карты советуют вам, не печальтесь о том, что ушло, возможно, от вас, да, возможно, о каких-то бывших людях, да, возможно, о каких-то бывших планах или проектах. Не печальтесь о том, что уже ушло, посмотрите назад, обернитесь, там 2 полных кубка, которые ждут вас с любовью. Возможно, тут метафора, возможно, это даже говорится о каком-то человеке, да, который ждет вас с любовью и не дождется, а вы все смотрите на давно прошедшее прошлое. Второй вариант. Что подготовила судьба в ближайшем будущем? 3 мечей, какие-то испытания грядут, да, на вашу голову, для вашего сердца. Возможно, тут по здоровью, да, сердечно-сосудистые какие-то заболевания, нужно провериться, возможно, анемия, да, возможно, какие-то заболевания с венками связанные, да, проверьтесь обязательно на онкомаркеры, сдайте кровь обязательно и посмотрите за ритмом своего сердца, да, насколько вы нервничаете в последнее время, вот это тоже очень сильно влияет. Здесь еще проходят люди с очень открытой сердечной чакрой. Что такое очень открытая сердечная чакра? Это когда вы думаете и чувствуете сердцем. Вообще люди привыкли думать головой, да, своим процессором, своим мозгом. Но когда человек думает и чувствует сердцем, человека очень легко подцепить, зацепить, понимаете, заставить его чувствовать, заставить его сопереживать. Возможно, вы так переживаете другим людям, что переживаете это как-то на себе. Это сказывается на вашем здоровье. Но здесь еще 3 мечей может обозначать предательство. Предательство для вас от какого-то близкого и родного человека. Поэтому месяц такой, месяц или 3 месяца, да, смотря какой срок вы загадали, достаточно сложные для вас. Это просто испытание, которое нужно пережить. После дождя обязательно выходит солнце. Итак, чего остерегаться
остерегаться карты страшного суда, да, карты суда, просто можно сказать так. Вселенная дает вам какие-то подсказки, да, которые вы не слушаете сейчас. Возможно, про того же самого человека, который может предать. Возможно, этот человек находится с вами рядом, и вам как бы дают подсказочки, намекают вам, что вот оно, оглянись, это совсем рядом, совсем близко, да, а вы этого не замечаете. Возможно, Вселенная дает вам подсказки, чтобы немножко успокоиться, перестать тревожиться, да, привести свое здоровье и свое сердечко в норму. Здесь даются вам подсказки от ангела. И чего остерегаться? Остерегаться собственного подсознания. Подсознание порой рисует нам страшные вещи. Но еще здесь остерегаться какого-то родного, близкого и, возможно, даже любимого человека, который может воткнуть 3 меча в сердце. Чему обрадуется ваше сердце? Уходом послужит как раз-таки вот это предательство, да, возможно, вы уйдете от этого самого человека. Тут наполненные кубки, вы будете еще любить, еще гореть, еще желать этого человека, но уйдете. Чему обрадуется ваше сердце? Тому, что вы сделали правильный выбор. Возможно, здесь действительно у кого-то проходит ссора с любимыми, близкими, родными людьми, возможно, с родственниками, возможно, с любимым человеком, возможно, развод или расставание, после которого наступает период облегчения. Чему обрадуется сердце? Облегчение от отказа от прошлой жизни, от прошлого. Что ждет вас как раз-таки в любовной сфере, да? Посмотрим. Колесо судьбы, да, здесь возврат чего-то или возврат кого-то из прошлого. С кем, кстати, возможно вполне удача. Удачное стечение обстоятельств снова столкнет вас с кем-то из прошлого. Ну, сходите на свидание, это будет интересно. Интересно будет посмотреть, интересно будет, что вспомнить, да, с этим человеком. Интересно посмотреть на него на нового. И, возможно, вы взглянете на него совершенно другим взглядом. Здесь возврат человека из прошлого, особенно для тех людей, кто когда-то давно уже расстался с бывшими, да, возможно, подзабыли про них, да, но иногда вспоминаете. Вот если вам напишет человек из прошлого, обязательно сходите с ним на чашечку чая или кофе, и вы узнаете о нем много нового интересного и, возможно, посмотрите на него другими глазами. Что ждет вас в финансовой сфере? В финансовой сфере ни шатка, ни валка, да, пока двоечка пентаклей. Двоечка пентаклей говорит о том, что здесь придется варьировать, здесь придется немножко отплясывать. Отплясывать в каком плане? Много работать для того, чтобы подзаработать хотя бы, да, какая-то небольшая денежка у вас. Либо вы сейчас не работаете, либо какие-то мелкие подработки, мелкие заработки какие-то, да. Но ничего страшного, все приходит со временем. Здесь немножко придется потрудиться для того, чтобы заработать какой-то небольшой пентакль. Возможно, у вас какие-то проекты, возможно, какие-то проекты сорваны были, да, и вы тут пытаетесь подзаработать, пытаетесь крутиться, вертеться. Денег будет немного в этот период времени, но потрудиться придется. И совет от карт. Совет от карт: ставьте цели и идите к ним, будьте твердыми и решительными в своих целях. Да? Император говорит о том, что нужно ставить цель и не видеть перед собой никаких препятствий, как это делает император, как это делает глава государства. Ставьте цели, идите к ним, будьте тверды в своем решении и всегда слушайте только себя именно в период этого времени, потому что только вы подскажете себе самое верное решение. Это был второй вариант. Третий вариант. Что подготовила для вас судьба в ближайшем будущем? Судьба в ближайшем будущем подготовила для вас много работы. Вы такой трудяшка, да? В течение всего периода, который вы загадали, вы будете трудиться во благо себя, своей семьи, зарабатывать пентакли. Это очень трудоемкий процесс, да? Вы ставите цель, идете к ней, это здорово, интересно, и вы заработаете хорошую денежку. Чего остерегаться? Остерегаться эгоизма. Если вдруг вас кто-то попросит дать вам мудрый совет, дать ему мудрый совет, обязательно дайте. Не говорите: ой, иди отсюда, мне тут не до тебя, мне тут некогда, я тут занимаюсь работой. Да? Здесь карта говорит о том, что остерегайтесь своего собственного эгоизма. Даже если вас на работе похвалят, не ловите звезду, да? Не словите вот ту самую звезду, после которой будет очень тяжело падать, потому что у нас у всех бывают взлеты и падения. Будьте мудры, будьте реалистичны и обязательно идите с мудрым советом к тому человеку, который в нем нуждается.
очень скользкие карты у меня сегодня, поэтому я на них редко делаю расклады. Почему? Потому что они очень красивые, но очень неудобные. Что ждет, простите, чему обрадуется сердце, да? Чему обрадуется сердце? Обрадуется сердце каким-то переменам. Пусть и десятка мечей у нас такая очень неприятная, даже порой страшная карта. Десятка всегда ведет к переменам. Пусть перемены будут такие очень обстоятельные, очень непростые. Вы будете двигаться и идти к намеченным целям через вот эти непростые обстоятельства. Десятка мечей говорит о чем-то новом, о каких-то переменах, которым обрадуется ваше сердце. Что-то будет обновляться в вашей жизни, в вашей судьбе. Что ждет вас в любовной сфере? В любовной сфере ждет сила. Вы укротите какого-то льва или какую-то львицу, да, человека, которого вы давно хотели укротить и с которым давно хотели быть, возможно, и он никак вам не давался в ваши нежные руки, да, или сильные руки, наоборот. Здесь укрощение строптивого, да, здесь укрощение строптивого и, возможно, связь с ним и жизнь с ним на всю жизнь. Это хорошая карта, когда человек находит спутника своей жизни, того человека, который никак не мог укротить. Возможно, мужчина давно ухаживал за девушкой, или наоборот, женщина давно приглядывала и подглядывала за мужчиной, да, и, наконец, ее приглашают на свидание. И, наконец, они понимают друг друга на этом свидании, да, хотя до этого было совершенно не так. Хорошая карта сила, успехов вам в любви. Что ждет вас в финансах? Что ждет вас в финансовой сфере? В финансовой сфере десяточка кубков. Это не пентакли, десятка кубков все-таки спокойная карта, да, карта стагнации, когда все точно так же, как и было. Вот зарабатывали вы какую-то энную денежку, да, энную сумму денег, вот так оно и будет. Не будет каких-то глобальных перемен именно в пентаклях, именно в денежках, да, но все будет стабильно, ровно, хорошо, как всегда. Зарабатывать вы будете, но это не пентакли, еще раз говорю, это не какие-то большие деньги. У вас будет много труда, много трудоемкой какой-то работы, да, карта по периоду всему, который вы загадали, говорит о том, что да, денежка у вас будет, но скорее это будет отложенная какая-то денежка. Не в ближайшем будущем вы получите какую-то крупную сумму денег, а немножечко попозже. Допустим, вы работаете на каком-то крупном предприятии, откладываете, открыли вклады в банке, да, допустим, и полгода туда складываете денежку, потом ее получаете, и получается какая-то энная крупная сумма денег. Но пока по заработку все стабильно, все точно так же, как и было. Но работы много. И совет для вас от карт. Совет для вас от карт: будьте легким на подъем, будьте свободным, да, ходите на какие-то вечеринки, на какие-то тусовки, куда вас зовут, да, возможно, отдыхайте. Помимо того, что вы будете работать весь этот период времени, отдыхайте, находите время для себя и будете чувствовать себя прекрасно весь месяц и весь период времени, который вы загадали. Это были 3 варианта, это были подсказки для вас на ближайшее будущее. А с вами был канал Энергия Таро. Увидимся с вами очень скоро.